Всем привет! С вами я, Федор. А у меня раннее норвежское утро. Я нахожусь на перевале 51-й дороги. Вот. Небольшое сниму видео вам, пока буду ехать по перевалу. Красивые картинки. Вот. И вот, собственно, в таком месте я стою. По соседству сегодня у меня был кемпинг. И тоже вот еще один бусик такой вот, сделан под тоже дом на колесах. Внутри совсем оборудован. Но у нас рассвет в горах. Вот. Ну, у меня сейчас уже конец августа и 4 градуса у меня на улице. Поэтому последние такие, как бы, вроде бы 4 градуса, но ощущения довольно-таки теплые. И самое главное, что нету ветра. Вот, ну, поэтому поехали. Что ж, отлично, у нас солнце немного сбоку, поэтому видимость у нас должна быть хорошая. Вот магазин тоже с сувенирами. То есть, в принципе, в Норвегии на каждом перевале существуют такие магазины. Так, сейчас я остановлюсь, протру стекло. Надеюсь, вид станет получше. То что-то я с утра не рассмотрел, что у меня стекло грязное какое-то. И именно вот посередине, как раз вот где камера стоит, вот там ему надо быть грязным. И вот вам типичный скандинавский стиль, красный цвет. То есть практически везде все в красных цветах. У них дома, здания, постройки. Это их самая особенность. И там, если было видно, вам стоит какой-то этот самый, как это, баржа какая-то. Кататься тут по этому сверху, как его, ну, озеро на перевале, или как правильно назвать будет, даже не знаю. Ну вообще на всех, то есть перевалах, запасы пресной воды находятся в Норвегии. И очень много где стоят знаки, что не рыбачить, там не купаться и так далее. Что это даже карается у них штрафами. Так, а мы еще поедем выше. На данный момент я находился на 1100 метров на высоте. Как я и говорил, 4 градуса тепла у меня. То есть, я думаю, уже по наступлению сентября уже будет у нас минус. Ну, по ночам, по утрам.
немного мне повезло с весом, когда я загружался. Загружался макулатура. Обычно загрузка макулатуры от 25 до 30 тонн выходит в среднем. Но на этот раз у них не хватило макулатуры для меня, и у меня получилось всего лишь там 18 тонн. Так, вот, я остановлюсь, почищу стекло. Так, ну, что-то размазал где-то там по стеклу, как всегда, в общем. Но основная картинка, я думаю, теперь стала получше. Ну, а значит, что у нас на этой 51-й дороге? А у нас здесь находится национальный парк Ютунхеймен. Он находится возле национального парка. То есть у меня было видео про самый большой континентальный ледник. И вот получается, мы теперь едем как бы с другой стороны. И здесь с этой стороны у нас национальный парк Ютунхеймен. И сейчас я, если успею, перевернуть немножко. В общем, начинаются у нас тоже, конечно же, в этом парке есть ледники. Не без них. Как я и говорил, что ледники у нас по всей Скандинавии находятся. Вот, ну, давайте немножко. Я думаю, мы тоже увидим скоро что-то получше. Сейчас мы только вот перевальчик этот преодолеем. И я вам расскажу про этот национальный парк. Сейчас у нас высота 1400 метров. Собственно, конечно, очень красиво, как у нас мы, в принципе, на уровне облаков находимся. Так, и что-то у меня плохие предчувствия, что у нас сейчас видимости не будет вообще гор и местных красот, потому что у нас тут какая-то то ли туча, то ли что это вообще. Мне кажется, сейчас дождь пойдет. А вот, собственно, местечко такое на вершине находится. Здесь туалет, теплая вода, то есть и туалет, и теплый ресторанчик небольшой. Значит, здесь я делал видео и показывал белые ночи. Оставлю вам ссылку в описании на это видео. То есть я до сюда доехал, переночевал и поехал в прошлый раз. И вот сейчас я как бы еду в обратную сторону, потом уже маршрутом. И да, у нас все вот в такой пелене. Есть небольшая надежда, конечно, еще вот там, где просвет у нас, что мы что-то увидим. Будем надеяться на это. И вот, как вы видите, свойственный цвет перевала такой осенний. То есть он круглый год такой, так как высоко. И поэтому здесь зеленых цветов очень мало летом.
Да, к сожалению, ничего мы с вами, наверное, не увидим. Ну что ж, давайте хоть немножко, раз ничего не видим, хоть расскажу про национальный парк. Значит, край троллей, великанов называется этот национальный парк. Вот, о котором есть мифы древних скандинавских народов. Значит, само название Ютунхеймен, собственно, и означает «гора великанов». Парк не только историческая достопримечательность, но и прекрасная возможность побывать среди великолепных ландшафтов страны фьордов. Да, здесь, в этом парке, находится самая высокая гора Норвегии. И высота ее 2464 метра. Ну и, конечно же, вы можете подняться на эту гору беспрепятственно, имея хотя бы какую-то базовую подготовку. Ну что ж, все же что-то нам, какие-то картинки, хоть какие-то прорезаются красивые, с сочетанием голубое небо, солнце красит эти облака или туман, как правильно это назвать? Я думаю, будет правильно это все-таки называть облаками все это дело, потому что на высоте 1500 тут как бы о туманах уже мы не разговариваем. То есть облака пониженные упали на горы утренние. Да, с этого парка открывается чудесный вид на узкий хребет Бесаген, склоны которого украшают изумрудное озеро. Рядом с парком находится Утладален. Это норвежская долина, которая является самой глубокой в стране. Она знаменита своими красивыми водопадами, самый высокий из которых Ветисфоссен 275 метров. И, собственно, этот Ветисфоссен и был в моем видео, где про самый большой ледник континентальный, туда, куда я не смог дойти, короче, потому что у меня не было времени туда идти. Вот там этот и находился Ветисфоссен. То есть я его как бы вторую часть вам там показал немножко. Да, кстати, действительно, это получается я нарезочки, которые сбросил в том видео. То есть тоже вам сейчас оставлю ссылку в описании. Кто не смотрел, переходите в это видео, тоже интересное, красивое. Там я вставил половину этого водопада, снимал его. Ну, а самая главная часть, конечно, я туда не попал. Также в парке путешественникам открывается вид на 2500 вершин. На 2500 вершин, высота которых 1900 метров и выше. То есть я могу себе немножко представить, какой это пейзаж открывается. Просто великолепный, несравнимый ни с чем. Также я вам оставлю официальный сайт этого парка в описании. Так что переходите, знакомьтесь. Ну и, собственно, расположение я вам тоже, конечно же, сброшу, чтобы вы понимали, где это находится. А так это находится вот, в Норвегии, в общем, 3 больших города. Я буду часто о них говорить. Осло, это столица, Берген и Тронхейм. Это самые крупные города Норвегии. И вот у нас этот национальный парк находится как бы в центре между этим треугольником. То есть эти 3 города создают такой треугольник на карте Норвегии. И вот этот национальный парк находится в середине их. И вот, кстати, интересный фактор такой, что на автобусе из Осло, а у нас Северный Олень сейчас убегает от нас. Видите, машинка остановилась, и, наверное, мы его, даже их несколько,
увидели вы или нет их. Ну что ж, будем смотреть теперь в оба. Может быть, мы еще увидим северных оленей. Это, кстати, да, в этой части Норвегии северные олени только на перевалах. Внизу их нету, так как все-таки на перевале температура пониже, а северный олень любит температуру пониже, он не любит тепло. В общем, если вы едете на машине, то домик для ночлега вот где-то в каких-то достопримечательностях Норвегии вам будет стоить где-то, я думаю, в районе 70-80 евро. Ну, это плюс-минус, то есть ценники иногда бывают, висят в предсезонке, ну, потом уже в сам сезон, конечно же, они пропадают. Но, как бы в Норвегии, сами понимаете, самое распространенное это кемпинг. И все едут на кемпингах. Стоянка для одного кемпинга или же там, ну, на легковой машине там с разбиванием палатки будет вам стоить около 20 евро. То есть от 10 до 20, конечно же, все всегда зависит от региона, какой вид, какая местность, какие там есть условия. То есть в основном в кемпинг в таких парках у вас будет стиральная машина, душевая, то есть все будет культурно, все будет чистенько, аккуратненько. Осталось только купить кемпинг. Мобиль этот. Автодом. Но с арендой нету никаких проблем в Швеции. То есть, я думаю, так большинство делает. Приезжают, берут в Швеции, потому что подешевле будет аренда, чем в Норвегии. Берут Швецию в аренду и едут уже непосредственно в Норвегию. Либо же по месту дома, если таковые есть. Я, например, просто смотрел в Беларуси, и какие-то там ужаснейшие просто предлагались варианты за неадекватные деньги. То есть реально было проще брать в Швеции в аренду, чем брать в Беларуси. Ну, во-первых, там ты во Швеции возьмешь качественный, новенький, там ничего не сломано, все отлично, и куча разных вариантов комплектаций и цен. Горная речка у нас спускается. Но у нас в Беларуси каких-то там 3 несчастных варианта и по реально, не по неадекватной цене. И непонятных годов там каких эти автодома. Ну и естественно, то есть путь добраться, то есть Беларусь, Россия, Украина, как бы неважно. Все эти страны упираются в одно. Да, конечно, с Россией можно оттуда, с Мурманска, переехать в Норвегию, но вряд ли кто-то таким будет пользоваться. Проще всего прилететь в Калининград, из Калининграда уже на Литву, с Литвы паромом на Швецию и потом попасть в Норвегию. То есть с Украины же то же самое, в принципе, либо летите, либо доезжаете своим ходом до Литвы, с Литвы паромом на Швецию. Ну и вот почему я говорю, с дома смысла нет ехать на кемпингах, на этих всех автодомах, прицепов. У вас будет стоимость на пароме просто в 2 раза больше, чем вы будете на легковой и с каютой. Ну, это я так вижу просто это все. То есть, например, если бы я поехал отдыхать, я бы просто сел бы в легковую машину, всех загрузили с вещами, выехали. Это, то есть, полдня добраться там до порта. И ночь ты проводишь на пароме в каюте, как положено. И все, потом ты следующий день просто приезжаешь, берешь уже этот автодом, этот и поехал спокойно. То есть, в принципе, не затрачивает это очень много времени.
В общем, камера моя сказала, хватит на сегодня. Не забывайте комментировать. Чем больше комментариев, тем лучше для меня. Я буду за это очень благодарен. Ну и, конечно же, лайки ставьте. И вся эта работа будет, так сказать, подталкивать меня создавать и создавать новые и новые видео. Поэтому я еще, если что-то сейчас интересное сниму, то дальше я это вставлю под музыку. Поэтому всем пока, до новых встреч.